Хей-йоу, дорогие! У микрофона ваш не менее дорогой я, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Choice of Life Middle Ages 2. Заранее напомню о прекрасной возможности поставить свой дорогой лайк под этот ролик. Ну а мы с вами начинаем! Ну что ж, дорогие друзья, еще раз всем привет, всем добрый день, вечер или у кого там что. Ну и в предыдущей серии мы остановились на том, что поговорили с одним из убийц. Мы решили оставить его в живых. Пусть он пытается измениться, он пообещал, что он хочет встать на другую дорожку. Все, что мы могли, дабы посодействовать в этом, мы сделали. Думаю, что поступили мы правильно, потому что нет смысла убивать человека там или сдавать его страже. От этого он вряд ли поменяется. А вот если он и правда возьмется за голову, то будем считать, что мы спасли одну жизнь. И это будет дорогого нам стоить. Дай бог, может быть, когда-то он нам тоже поможет. Ну а сейчас поехали в лагерь убийц, посмотрим, что там да как там. Вы идете по тропе между двух кривых сосен. Вдалеке замаячила старая хибара, а дорогу караулит убийца. Проследить. Часовой направился в сторону лагеря, и вы смогли подобраться поближе. У меня одна сердечко, кстати, вот это очень плохо. Часовой присел у костра, рядом с которым сидят еще двое. У старой хибары, стоящей подальше, вы замечаете еще одного убийцу. Давайте подкрадемся к охраннику хибары. Вы сильно шумите и привлекаете внимание убийцы. Пришлось спрятаться за высокой травой. Охранника хибары подозвали напарники, сидящие у костра, и тот двинулся в их сторону. Предлагаю пролезть в окно. Небольшое окно находилось с неосвещенной стороны хибары. Вы аккуратно пролетели в него и тут же получили обухом меча по затылку. Ваши страдания закончены, как и ваша жизнь. Спасибо, большое спасибо. Так, окей. А смысл нам с ним разговаривать-то, я вот не знаю. Окей, давайте попробуем поговорить. Часовой, мягко говоря, удивился вам. Ты кто такой? Ты че сюда собрался? Ты кто такой по масти? Ты мне, скотина, вопросы на вопросы отвечать будешь? Сейчас сдохнешь. Обороняться. Часовой размял шею и достал тесак. Враг становится на колени и сдается. Отобрать оружие. И, конечно же, он меня... Ну, только вы подходите, как сразу получаете удар кинжалом. Вы действительно умерли, даже с королями такое бывает. Ну, это точно. Так, ладно, давайте попробуем проследить. Подождем. Охранника хибары подозвали напарники. Все, хорошо. Проникнуть в хибару. Дверь в хибару находится под прямым наблюдением убийц. Вы понимаете, чтобы проскочить незамеченным, нужна феноменальная ловкость. Пролезть в окно меня сразу же ударят. Правильно? Правильно. Окей. Окей, поехали дальше. Давайте тогда поговорим. Ты кто такой? Ты че сюда забрался? Ты кто такой по масти? Обороняться? О, удары противника медленные, но сильные. Выждать момент и атаковать. Противник сделал неудачное движение и открыл свой бок. Вы тут же нанесли удар. Вас повалили на землю. Притворяться мертвым, но нет смысла. Они меня обманут на обманом. На мой же обман, да? Откатиться? Встать? Вставать нет смысла. Притвориться мертвым, ладно. Не медведь, поэтому это не сработало. Опасность постерегает на каждом шагу. Пора и привыкнуть. Это точно. Пойдем говорить. Кто такой по масти? Обороняемся. Так, в пылу боя вы уловили закономерность в движениях противника и просчитали время до его следующей атаки. Выждать момент для переката какого-то. Вы точно рассчитали время и после переката оказались за спиной противника. Ваш следующий удар пришелся ему точно в затылок. Ваше движение выглядит неумело и нелепо. Противник смеется над вами. О, вспомнить уроки фехтования. Да, несколькими ударами противник напоминает, что у вас не было никаких уроков. Хорошо. Поехали дальше. Давайте я один из вас. Ну, гульфик вижу. И чё? Помахать гульфиком. Ничего, сейчас отхватишь.
Этого мало, но этого мало, это тупо. Помахать гульфиком? Ну давайте помахаем. Часовой помахал гульфиком в ответ. Похоже, вы разгадали их тайное приветствие. Вас повели к дому вожака. Серьезно? Окей, это так работает, хорошо. Титул получен. Знаток бандитских обычаев. Вы проследовали за часовым до старой хибары. Вы открыли дверь хибары почти без скрипа. Внутри сидит человек и задумчиво рассматривает карту королевства. Должно быть, это и есть Альрик. Заговорить. Альрик ожидал увидеть кого угодно, но только не вас. Что, мать-то? Ты кто такой? Погоди-ка, братик? Так ты живой? Зачем ты пришел сюда? Брат? Да, а ты не знал? Наш батя любил развлекаться с крестьянками. Возможно, у нас еще есть родственники. Где мое кольцо? У меня. Сейчас я заберу его. Альрик покачал головой, настрой у него не враждебный. С улицы раздались вопли, и Альрик выскочил за дверь. Проследить в приоткрытую дверь. У костра лежат тела убийц, рядом с которыми стоит ошеломленный Альрик. Чутье подсказывает вам выйти из хибары. Арбалетный болт влетает в грудь Альрика и отбрасывает его на несколько метров. Нам нужно к Альрику, иначе кольцо-то может кто-то... Прости меня. Взять свое кольцо. Предмет получен. Королевский перстень-печатка. Альрик протянул вам кольцо и отключился. Только мы брата услышали, но ё-моё, только увидели, только познакомились, а он вот так, оказывается, с нами еще и поступил, а? Ну, трындец, и тут же его убили. Обидно, обидно. Рядом с вашим ухом просвистел арбалетный болт на звук выстрела. Стрелок в маске бросает перезаряжать арбалет и направляется на вас с холодным оружием. Приготовиться. Краем глаза вы замечаете хвост серпантины в кустах. Удары противника медленные, но сильные. По сути у нас... убегать, у него арбалет. У него арбалет. А бить со всей силы, а толку? Медленные, но сильные. Давай бить со всей силы. Моей силы не хватило. Так быстро умереть, это надо было постараться. Спасибо. Так, окей, я один из вас. С гульфиком мотаем, следуем, да, там. Разговариваем с братом. Брат, где мое кольцо? Сейчас я его заберу. Покачали головой, вот это вот все, да, пока мы все это видели. К Альрику взять свое кольцо. Добивать мы его не будем. На звук выстрела. Приготовиться. И сейчас будет что-то другое. Ваши движения выглядят неумело и нелепо. Противник смеется над вами. Разозлиться. Злость не прибавила навыка, и вы продолжили биться кое-как, а местами даже еще хуже. Класс. Серпантина прыгнула на стрелка и вцепилась ему в голову. Избавившись от кошки, тот бросился бежать. За ним! Убийца побежал к скале и скрылся. Осмотреть скалу. За кустами зияет узкая щель в скале. Смастерив факел из того, что было в лагере, вы вошли внутрь. Вы оказались внутри грязной, сырой пещеры. Знаете, ну здесь надо по-любому применять тот самый древний навык. Он основан на одной китайской мудрости. Эники-беники, ели вареники, эники-беники, бамс. Перед вами узкий проход, заросший сталактитами. Прямо. Вы прошли с четверть часа. Перед вами снова развилка. Похоже, вы тут уже были. Эники-беники, ели вареники, эники-беники, бамс. Ну, опять же, конечно, направо, это понятно. Пещера то сужается, то расширяется. И вы идете уже полчаса, а следа убийцы все нет. Продолжайте идти. Вы прошли вторую половину часа. Ваш путь резко прервала расщелина. Опустив факел, вы не видите ее дна. Ну, прыгать вниз нет смысла. Давай прыгать, ладно. О! Вы приземлились в воду, и она смягчила падение. Выбравшись из воды, вы заметили впереди свет. На свет. Через сотни метров вы наткнулись на выход из пещеры. Перед вами раскинулся королевский сад и стены родного замка. Поехали в замок сразу. Вы подошли к воротам, ведущим в сад, но караул отсутствует, и вы беспрепятственно входите во двор. Из главного здания доносятся звуки торжества. Открыв двери главного зала, вас ослепляет свет помещения, и вы падаете перед толпой без сил. Над вами маячит почти забытое лицо.
Это невозможно! Подняться. Придворные обступили вас и помогли подняться на ноги. Виктор признал, что вы действительно принц, пропавший на охоте. Кольцо послужило главным доказательством вашего королевского родства, и никто из знати не смог этого оспорить. Вы снова в своем замке. Ура! Ура, ура, ура! Вот это я понимаю. Вот это вот круто у нас получилось так. На коронацию идти? Че, реально? Это что, конец? Вы проспали несколько суток и наутро обнаружили себя в королевских покоях. Неожиданно слуга принес вам завтрак в постель. Посмотреть в зеркало. Вы обнаружили пару волос вашей тетушки у зеркала. Должно быть, она навещала вас, пока вы отлеживались. Позавтракаем. Давно вы так вкусно не ели. Жаль, что вашу трапезу прервали. Ваша светлость, к вам посетители. Его светлость Александр и Виктор желают видеть вас. Принять Александра. Звеня блестящими доспехами, к вам в покое вошел рыцарь. Вы не сразу признали двоюродного брата. Рад, что ты вернулся, братик. Впрочем, от члена нашей династии такого стоило ожидать. Нас ничто не может сломить. Так. Я тоже рад вернуться, брат. Хорошо, я уже состою в совете, поэтому увидимся там. Мне интересно услышать про твои приключения. Ваша светлость, к вам посетители, его светлость Александр и Виктор желают вас видеть. Виктора я не хочу принимать, никого не хочу видеть. Слуга покорно покинул покой. Правда, Виктор все-таки проник к вам. Я все еще не могу поверить. Вы живы, ваше высочество. Это великое счастье для всего королевства. Ближе к делу. Да-да, ваше высочество, у меня важное дело. Нужно скорее провести коронацию. Эта церемония наделит вас всей полнотой власти, в которой никто не усомнится. Я уже все подготовил. Церемония пройдет сегодня. О, лениться нет смысла. Давайте одеваться на церемонию. Вы оделись по-царски. Ну, логично. Иерарх возлагает корону на вашу голову и произносит молитву на долгое правление. Внезапно вам дико захотелось спать. Прикрыть глаза, зевнуть. Прикрыть глаза, но я же не... вы задремали, а потом резко проснулись. Благо, речь еще не закончилась. Иерарх провозгласил вас королем. Собравшиеся рукоплещут. Надеть корону. Теперь вы полноправный правитель королевства. Ваше Величество, нам следует устроить пир в честь вашего восхождения на престол. Будем праздновать. Вы объявили о пире. Народ возрадовался этой вести. Бесплатную еду любят все. Но это факт. Мой король, теперь за каждым вашим решением следит все королевство. Берегите лояльность подданных, иначе враги воспользуются вашей ослабевшей репутацией. Кстати, о моих врагах. Пока остальные развлекаются на пиру, вы с Виктором обсуждаете королевские дела. Но я все еще не доверяю Виктору. Мой король, Торик ведет расследование, и под подозрением уже попали несколько подданных. Вы можете не беспокоиться об этом и сосредоточиться на своих обязанностях. Так, хочу узнать детали расследования. Где Торик? В оружейной, но полагаю, он сам посвятит вас в детали, когда наберется достаточно улик. Что у меня за обязанности? Вы должны заботиться о жителях королевства. Не забывайте посещать аудиенцию, чтобы ответить на их просьбы. Прошу прощения, уже поздно. Я должен вернуться к своим обязанностям. Так, отправиться на трапезу. Вам накрыли большой стол и приготовили ваши самые любимые блюда. Когда вам принесли очередной деликатес, вы вспомнили, как тяжело жилось в лесах и полях королевства. От этих мыслей вам стало грустно. Давайте выйдем прогуляться, чтобы грустно не было. Вечер закончился без приключений, а на утро вас загрузили королевскими обязанностями. Ваше Величество, в замок пожаловали послы южан. Надобно их принять. Кто там еще? Сергио, наместник Южного Короля. Сейчас это самый влиятельный человек на юге. А что не сам король, что им надо?
Во-первых, да. А что не сам король? Сам король давно умер. Была у него дочь, но она пропала после переворота. Пока не найден наследник, югом правит наместник. Ага. Так, короче, это то же самое, что у нас, не? Нет подозрений вообще никаких. Очень похожая ситуация как-то. Что им надо? Полагаю, в очередной раз хотят обсудить восточные земли. Но, как вы помните, ваш отец уже раз и навсегда решил этот вопрос. Пускай заходят. В зал входит Сергио с небольшой делегацией. Ваше Величество, поздравляю с вхождением на престол. Я пришел издалека и по очень важному делу. Нет, вот тут вы устроили покушение на меня, но это прям в лицо, смысла нету. И что за дело? Как вам известно, мир между нашими королевствами хрупок. Столкновения на границе уже не редкость. Причина этому восточные земли, которые раньше принадлежали нам. Ближе к делу! Сергио немного разозлился. Ваш отец, Эйнхард, подло отобрал эти земли у нас. Какие еще земли? Сергио развернул перед вами карту и указал на восточный марк. Его палец очертил двор Абатура, крепость в долине и деревню Берг. И что? Вы должны поступить мудро и вернуть эти земли нам. Нет. Пошли вон! Южане были готовы к такому ответу и сохранили невозмутимый вид. Хорошо, но мы еще вернемся. Закончить аудиенцию. Делегация южан покинула зал, и у вас, наконец, появилось свободное время. Так, можем в казармы пойти или в статую Эйнхарда. Точнее, не а посмотреть на нее, наверное. Давайте в казармы пойдем. Да. Босс Торика находится около казарм, но вы не наблюдаете его на месте. Давайте поищем снаружи сначала. Из-за угла послышался шум. Красный от злости Торик кричит на стражника. Тот еле держится на ногах и смотрит на своего командира стеклянными глазами. Он даже не понимает, что от него хотят. Узнать, что происходит, я уже король, у меня есть полное право знать, что там происходит. Торик хотел было наорать и на вас, но вовремя одумался. Вот и правильно. Мой король, этот обалдуй должен был патрулировать окрестности казарм, но решил опустошать стратегические запасы вина. Продолжайте, Торик, продолжайте. Торик плавно перешел на старческую лекцию про честность и трудолюбие. Это стало утомлять и вас, но кажется, вы обязаны дослушать. Когда это закончится? Дослушав до конца, вы словно потратили на это часть своей жизни. Вашему Величеству так или иначе придется наказывать лентяев. Может, вы придумаете, как проучить этого солдата? Это будет хорошей тренировкой. Отличная идея. Вот это я понимаю, любовь к в смысле тяга к правосудию. Солдат пренебрег своими обязанностями и выпивал на службе. Это нарушение безопасности королевства, и наказание должно быть соответствующим. Я думаю, что уборка казарм более чем подойдет. Извините, он выпивал на службе, это раз. Во-вторых, еще и казенное вино просто так вот взял и начал хлебать. Ну, это неправильно. Это неправильно. Солдат, приступайте к уборке казарм. Да это же месяц принудительных работ. Впрочем, стражник, кажется, не против. Вдоволь насмотревшись на страдания стражника, вы вернулись на пост. Продолжить разговор. Вовремя вы меня отыскали. Мне как раз надо рассказать вам про новые порядки в замке. Почему пропустил совет? Прошу простить, были неотложные дела. Я расставил дополнительных стражников и пустил несколько новых маршрутов патрулей. Все ради вашего спокойствия. Я заметил. Собственно, что вам нужно знать про новый порядок? Теперь, каждый раз, когда вы будете выезжать на осмотр своих земель, с вами отправится отряд гвардейских телохранителей. Хорошо. Что с расследованием, Торик? Сейчас эта история для нас одна большая тайна. Я уже занялся сбором информации и вскоре представлю вам свою версию. Но есть и более серьезная угроза. Южане набрали силы и вновь требуют земли. Опыт подсказывает, что войны не избежать. Нужно готовиться к худшему. Что ты предлагаешь? Торик сделал задумчивый вид, и вы почувствовали, как шестеренки в его голове закрутились.
Взяв много дел одновременно, рискуешь ни одно не сделать должным образом. Вы можете заняться расследованием или подготовкой к войне, а остальные дела поручить мне и совету. Я думаю, что нам нужно вести расследование. В войне у нас все равно нету опыта. Этим мог бы заняться Торик, в принципе. Поэтому давайте вести расследование. Тогда ваш совет займется подготовкой к войне. А теперь позвольте мне удалиться. Я подготовлю информацию по расследованию. Так, хорошо. Давайте сначала к статуе подойдем, а там уже посмотрим. Перед вами обветшалая статуя Эйнхарда. С одной стороны она заросла мхом, а с другой покрылась паутиной из трещин. Ну, это же батя. Ну, хотя и до бати, наверное, была какая-то статуя. Хочу свою статую. По вашему приказу в замок прибыл известный скульптор. Это честь работать на статуе для вас. Я знаю, что вам через многое пришлось пройти не так давно. Позвольте узнать, в каком образе вы себя видите. Знаете, я считаю, что король так или иначе должен быть максимально близок к людям, но при этом и максимально далек. Поэтому я думаю, что смысла королем давайте в роли простолюдина. Скульптор записывает что-то и делает зарисовки. Замечательно, но этого маловато. Позвольте уточнить, какие черты вы хотите показать этим произведением? Воинственность или миролюбивость? Это важно, это важно. Это важно, что мы хотим нести. Что наше королевство хочет показать. Я думаю, что все-таки миролюбивость. Да. Хорошо, хорошо. Я уже представляю себе эту статую. Последний вопрос. Что для вас важнее? Ум или сила? Я выберу ум. Через несколько дней скульптор просит взглянуть на его творение. Посмотреть. Посмотрим. О боги, это так волнительно. Что скажете, ваше величество? Как вам моя работа? Это шедевр. Скульптор засветился от счастья. Что сделать со статуей, ваше величество? Да, оставляем, оставляем. Замок украшает новая статуя, а скульптора наградили за работу. Титул получен. Увековеченный. Вот так. Хорошо. Очень хорошо. Так, а вот тут у нас что? Двор замка. Ну да, нет, давайте с расследованием разбираться. Пойдемте разбираться с расследованием. Турик вдумчиво рассматривает какие-то записи на своем посту. Вы прерываете его. У тебя все готово? Да, ваше величество. Я добыл все сведения, которые только смог. Пока не забыл, вы можете в любой момент навестить меня, и я напомню вам о всей информации, которую нам удалось добыть. Кто под подозрением? Я проверил уже многих, и под подозрением остаются только ваша тетя Беатрис, марграф Абатур и, к сожалению, многоуважаемый Виктор. Почему именно они? У них есть и деньги, и влияние, чтобы подкупить убийц. Также имеется хотя бы косвенный мотив. Есть еще информация. Я отсеял множество подозреваемых, но эти трое, к сожалению, собрать полезную информацию о них оказалось невозможным. А почему? К Беатрис я и близко не могу подойти. Это будет слишком подозрительно. А про Виктора и Абатура мне вовсе ничего не известно. Все же я никудышный шпион. Я что-нибудь узнаю, не переживай. Турик вдумчиво рассматривает какие-то записи на своем посту. Вы прерываете его. По поводу покушений. Мы никуда не торопимся. Лучше тщательно обдумать найденные улики, прежде чем обвинять кого-то. Я знаю, кто хотел меня убить. Кто это, ваше величество? Это Виктор, по-любому. Вы уверены? Это серьезное обвинение. Но у нас нету доказательств, а толку-то? Даже если мы его объявим убийцей, и он станет... Ну, это ладно. Это шутка. Какие есть улики? С кого начнем, ваше величество? Даже не знаю. Зайду позже.
Так, хорошо. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что нам на этом пора заканчивать, потому что все, что мы хотели узнать, в принципе, ну, по большей части мы узнали. Правильно же? Я думаю, что да. Что там интересно, кстати? Королевство. А, ну тут у нас ничего нету, да? Ну ладно. Этот дорогой ролик подошел к концу. Ну а чтобы не пропустить следующий, обязательно вступите в нашу дорогую семью. Подпишитесь на канал и пробейте в колокол для бодрости и звонкости. Оставьте свое мнение о потраченном времени в комментариях, ведь на каждый комментарий я буду с удовольствием рад ответить. Ну и про палец, что вверх направлен, тоже не забывайте. Ведь все, что делается на этом канале, делается с душой. Всем любви.